Привет всем любителям трэшовых инди-ужастиков и не только. В последнее время жанр хоррора настолько перенасыщен, что ежедневно выходит не просто десятки, но сотни и даже больше различных инди-проектов, многие из которых являются просто ассет-флипами, сделанными на коленке. Но порой из всего этого можно найти действительно неплохие жемчужины, которые способны удивить вас, захватить своей атмосферой, геймплеем или сюжетом. Также не стоит забывать и про даблы-игры, которые дарят игрокам отличные вселенные и порой действительно качественные творения. Как во всем этом разобраться и на что стоит обратить внимание? В этом и заключается смысл моей небольшой рубрики, где я провожу огромный поиск, лично пробую десятки хорроров и рассказываю вам про те, которые лично меня зацепили и которые, по моему мнению, достойны вашего внимания и денег. Так что давайте не буду больше тянуть время и приступим к содержанию ролика, а именно к достойным проектам за март месяц 2025 года. Небольшой дисклеймер, все игры я прохожу и тестирую лично, поэтому прошу прощения, если ролики иногда задерживаются, но я всегда стараюсь дать вам максимум полезной информации о самих проектах и свое личное мнение. Рубрика будет развиваться и дополняться, просто знайте, что из-за работы и прочих бытовых проблем на это, возможно, будет уходить немного больше времени. Если же вы хотите быть в курсе различных новинок и не только, то смело заходите и подписывайтесь на мою кураторскую страницу в Steam, достойны или нет хорроры, где я постоянно пишу про разные страшилки, а данная рубрика – это своего рода видеоверсия. И забегая вперед, отмечу, что март, в отличие от первых 2 месяцев года, выдался поистине разнообразным в плане ужастиков. В этом выпуске будут и квесты, и стрелялки, и атмосферные бродилки, и даже кинцо, а под конец я расскажу вам про небольшую хоррор-РПГ, которая прямо вся пропитана лавкрафтовским ужасом и атмосферой, и которая подарит вам десятки часов уникального и захватывающего геймплея. Но не будем забегать вперед и начнем с парочки бесплатных проектов, которые привлекли мое внимание. Слышали вы когда-нибудь про археологические хорроры? Я говорю про странные артефакты, загадки и прочие странности. Да, такие игры есть, но они фокусируются на исследовании локаций и их мрачных тайн. А вот данная игра фокусируется исключительно на исследовании одного предмета, и по мере ваших находок вы открываете мрачные секреты, а на фоне начинают происходить странные вещи. The Children of Clay – это отличный пример того, как можно сделать атмосферную и пугающую игру, в которой нетривиальный геймплей сочетается с увлекательным сеттингом, и все это бесплатно. Сюжет повествует об ученом-археологе, который получает странный артефакт для изучения. Вы начинаете осматривать его, вертеть, пытаться найти информацию, и неожиданно в комнате начинают твориться странные вещи. Сама игра длится буквально минут 20, но вся постановка и завязка выглядит так, словно это начальная сцена из какого-то фильма ужасов про проклятые предметы. Правда, тут все обставлено крайне атмосферно. Геймплейно это скорее пазл, где большую часть времени вы исследуете странный артефакт. Его можно крутить, рассматривать под лупой, находить на нем странные символы. Всю информацию можно узнать из книги, которая находится рядом, и в которой вам нужно вписать правильные слова, чтобы найти полезные данные о самом предмете и его истории. По мере прохождения начнут происходить очень странные явления, которые в целом напрягают и подводят вас к весьма стильной атмосферной концовке. Главная сила игры – это реально крутая атмосфера. Из-за минимального движения специфики геймплея в какой-то момент появляется ощущение, что это не вы изучаете странный артефакт, а именно сам артефакт изучает вас, и протагонист – предмет его изучения. Реальность начинает рушиться, и становится интересно узнать, чем все это закончится, тем более вы раскроете немного истории этого древнего предмета, с которым связаны весьма атмосферные и мрачные легенды. Атмосферу полностью создает минималистичная картинка, почти статичная, и потрясающий звуковой дизайн. На фоне тут играет действительно криповый эмбиент, и он создает настолько мрачную и давящую обстановку, что любой здравомыслящий человек просто бы сбежал из этого места, сломя голову. В целом, для бесплатного хоррора The Children of Clay это отличная находка на полчасика геймплея. Если вы ищете проект, который обладает необычным геймплеем и стилем, а также сможет напрячь вас своей атмосферой, то смело качайте. Разработчик действительно постарался на славу. Побольше бы таких необычных проектов, особенно в хоррор-жанре. Второй проект, который мне очень понравился, является скорее приключением, где вы большую часть времени читаете и следите за увлекательной таинственной историей. Называется данная игра «Станция Сайхаты». Удивительно, что в Steam порой можно найти такие отличные проекты, которые фокусируются на великолепной душевной истории, с весьма необычным мрачным стилем, и все это бесплатно. По описанию можно подумать, что это какая-то рафловая игра, где можно забромансить своего друга,
Но не позволяйте данной завязкой одурачить себя. На деле тут весьма увлекательная история, которая заставит пережить вас много эмоций. История повествует о молодом человеке, который, уставший после работы, отправляется домой и засыпает в поезде. Просыпается он совершенно один в пустом вагоне, и, исследуя поезд, понимает, что вокруг никого нет. Но неожиданно он натыкается на своего приятеля с работы, жизнерадостного парня, который рад видеть протагониста. Вместе они понимают, что попали на станцию Сайхаты, но это далеко не обычная станция, а словно параллельный мир. Никого вокруг, мир вдалеке испарился и осталось только красное ничто, а снаружи поезда есть некая тень, которая пытается схватить героев. Вместе им предстоит понять, что с ними происходит, почему они оказались на этой станции и как отсюда выбраться. Игра гордо носит тег «психологический хоррор», и это самое верное описание. Ведь под толстым слоем неизвестности и мрачности происходящего тут кроется крайне душевная и трогательная история, где вы узнаете про прошлое двух героев, как они взаимосвязаны и какие события свели их вместе. Про геймплей тут даже нет смысла много говорить, так как на деле это визуальная новелла. Вы просто ходите, порой решаете простенькие задачки и много читаете, а в самых важных моментах вам предстоит сделать выборы, которые могут повлиять на финал и привести вас к разным концовкам. И их тут немало, и они весьма интересны. А еще увлекательнее распутывать этот клубок событий, в которые попали герои. Самая сильная сторона проекта — это именно повествование. Отличные душевные диалоги, интересные и опасные ситуации, темное и неоднозначное прошлое героя и его приятеля. Все это захватывает, и следить за происходящим невероятно интересно. Атмосфера в игре на уровне. Криповый саунд-дизайн, красивые и мрачные локации, где преобладает красный цвет и различные темные оттенки. Порой игре действительно удается создать гнетущую, безысходную атмосферу, хотя тут совсем мало сцен, где есть кровь или откровенная жестокость, хотя и это тоже присутствует в достаточном количестве. В игре есть полный русский перевод, и выполнен он достойно, поэтому если вы любите подобные истории, где есть крутая атмосфера, и ваши выборы могут привести к разным концовкам, то смело качайте, вы отлично проведете 2-3 часа своего времени. Единственный минус, лично для меня, разработчик выпустил DLC, где раскрывается немало предыстории одного из персонажей, но оно только на японском и пока что нет перевода на другие языки. Отдельно я хочу отметить еще один проект, правда он не является именно хоррором, но в нем есть великолепная, давящая и мрачная атмосфера умирающего города. Я, конечно же, говорю про Мор 3 или Pathologic Quarantine. Это культовая серия от наших разработчиков из Ice Peak Lodge, которые стали в целом популярны благодаря первому Мору. Честно признаюсь, я не особо играл в первую часть. Помню, что мне очень нравилась атмосфера этого мрачного и недружелюбного города, но вот механически игра меня задушила, а со второй частью и ремастером я не знаком. Поэтому я не буду залезать в детали и говорить о том, о чем толком не знаю, но просто знайте, что вышел бесплатный пролог. Если вы фанат серии или хотите опробовать нечто необычное, то игра подарит вам уникальный геймплей и отличную атмосферу, если вы решитесь погрузиться в ее мир и глубокие механики. Это была мини-секция бесплатных игр, для которых вам не нужно заносить мастеру Габену ни копейки, просто открывайте Steam и смело качайте. Так как я уже упомянул, что март выдался крайне разнообразным месяцем в плане игр, то давайте немного повеселимся и рассмотрим один крутой и стильный инди-шутер. Если вы любите старые добрые бумер-шутеры, являетесь фанатом боевиков и фильмов ужасов из 80-х, и вам по душе мрачная, но жестокая атмосфера, то Dead Trash — это идеальный проект, в котором вы гарантированно приятно проведете 1,5 часа своего времени. Dead Trash — это игра, сделанная с любовью как к жанру шутеров, так и второсортным жестоким боевикам из 80-х. Я знаю, что начинать обзор с атмосферы и стиля это не совсем правильно, но именно это привлекло меня к игре. Вы как будто оказываетесь героем в фильме вроде «Бомжа с дробовиком», везде развалины, упадок, на улице какие-то настоящие подонки и психи. А чем глубже вы спускаетесь под землю, тем безумнее становится действие, монстры, секретные лаборатории и прочие мерзости. Самое интересное и уникальное — это отсканированные модельки разработчиков, которые они удачно вставили в игру. Враги тут — это сами разработчики, наверное, с друзьями, которые надели на себя различные костюмы, и вы бодро отстреливаете все это дело. Да и сами пушки выглядят крайне реалистично для такого стиля, что придает игре особую атмосферу трэш-боевиков из прошлого. Сюжетно вы играете за брутального и бородатого дядьку, который оказался одним из последних разумных людей в умирающем городе. Везде мусор, какие-то люди в защитных костюмах, а многие другие просто сошли с ума и стали кровожадными маньяками, убивающими любого, кто попадется им на пути.
Решив бороться с системой и узнать, что же происходит в родном городе, герой, вооружившись молотком, отправляется силой выяснять правду. Приключение проведет вас через уголки города, вы попадете в мрачную канализацию и под конец найдете секретные лаборатории, где правительство творит ужасные эксперименты. Не стоит ожидать от игры каких-то откровений в плане истории, тут все просто и предсказуемо. Но зато сюжет круто подан в виде комиксов, как в Max Payne, только более бюджетно. Все равно происходящее заставляет улыбнуться, особенно из-за того, что в самих комиксах красуются те самые разодетые оцифрованные разработчики. В плане игрового процесса это добротный бумер-шутер со шкалой здоровья, счетчиком патронов, секретами на уровнях и отличным отстрелом разных противников. Пушек тут немного, но каждое оружие уникально, звучит сочно, и у каждого своя убойная сила. Двуствольный дробовик медленно перезаряжается, но зато просто стирает в кровавое месиво до кости любого, кто попадется вам на пути. Мне особенно понравились анимации перезарядки каждой пушки. Они уникальны и добавляют шарма всему происходящему. Противниками являются разные маньяки, агенты в биозащитных комбинезонах и даже различные виды зомби. На самом деле геймплей тут реально хорош. Стрелять весело, из врагов бьют фонтаны крови, и даже есть боссы, которые поставлены весьма забавно. Например, бездомный в тележке, который быстро гоняет по арене и кидает вас коктейли Молотова. В плане бумер-шутера здесь все сделано весьма недурно. Геймплей хорош, секреты есть, сбор ключей не давит, уровни линейные, заблудиться практически невозможно. Правда, именно в этом аспекте и кроется главный минус игры. Это чересчур линейный левел-дизайн. Тут сплошные коридоры и канализации, хоть заблудиться действительно трудно, из-за этого нет каких-то мега крутых и убойных перестрелок, где вы обязаны прыгать по открытой местности и отстреливать толпы врагов. А такие моменты бы не помешали, учитывая действительно отличную стрельбу и общий темп. К тому же не хватает крайне банальных функций для подобной игры. Карты, экрана статистики, сколько секретов осталось или найдено. Нет кнопки быстрого сохранения загрузки. Можно вручную сохранять игру в меню, но подобный процесс немного замедляет геймплей, а если не сохраняться, то при смерти вас кидает в самое начало уровня, что может подбешивать. Отдельно хочу отметить атмосферу проекта. Ближе к середине игра превращается в небольшой хоррор. Появляются маньяки с топорами, которые выбегают на вас из-за угла. На лицах у них окровавленные пакеты, и они громко кричат. В канализации появляются монстры, зомби и даже непонятное существо, которое быстро бежит на вас, и оно огромно. Особенно меня впечатлили зомби в виде мусорных пакетов. В игре мусора навалом, и в какой-то момент на вас нападают враги, на которых надеты черные мешки. Это маленькая деталь, но она удачно создает атмосферу и в некоторых моментах может даже подарить легкий испуг. Эпичности или трэшовости всему происходящему придает реальный крутой саундтрек, который буквально перекочевал из 80-х. Гитары, электронные запилы, динамичный ритм, даже немного пугающий. Все это задает происходящему на экране отличный темп и главное позволяет насладиться ушам. Тут есть одна композиция, которая сильно похожа на музыку из первых оригинальных Doom, за это отдельный плюс. Мне саундтрек очень понравился, я купил Ost, советую вам сделать то же самое, если зацепит. Не стоит ожидать от Dead Trash откровений, это простенький олдскул шутер, который сделан за небольшие деньги или пару ящиков пива, но зато реально обладает своим уникальным стилем и душой. Оцифрованные модельки персонажей, простенькая шизанутая история, ритмичный саундтрек и отличный геймплей заставляют ненадолго погрузиться в происходящее, и время пролетает просто незаметно. Стоит игра копейки, проходится за 1,5 часа, а то и меньше, и оставляет сугубо положительные эмоции. Если вы ищете бумер-шутер с атмосферой, ненапряжным геймплеем и у которого есть свой личный стиль, то смело берите, вы не пожалеете. А теперь давайте ненадолго вернемся к моей любимой категории. Это короткие инди-бродилки на часок-другой, которые не особо запомнятся, но могут подарить приятный вечерок в компании друзей или пивка, а лучше все вместе. Но вот что удивительно, на самом деле в марте я не нашел нормальной бродилки, так как проекты, в которые я поиграл, были откровенно слабыми. Зато я нашел 2 сборника, которые содержат в себе небольшие хоррор-истории. Сделаны они адекватно. Если вы фанат подобного жанра, а именно быстрых ужастиков на вечер, то вам определенно стоит обратить внимание на следующие игры. Tales of the Forgotten – это сборник из 3 коротких бытовых хорроров. Они рассказывают простенькие истории и обладают неплохой атмосферой, хотя по части скейров и общего ужаса проект тут явно проседает. В игре 3 эпизода, не связанных между собой. Первый повествует о человеке, который оказался в платной прачечной поздно вечером. Обычная стирка быстро обрастает паранормальщиной,
и герою предстоит не только выжить, но и узнать, что же там происходит на самом деле. Во второй истории рассказывается о новеньком доме, купленном молодой девушкой. Все бы ничего, если бы не странное зеркало и связанные с ним кошмары. Третий эпизод – офисный ужас. Ночная уборка кабинетов превращается в игру на выживание, где предстоит раскрыть темные тайны компании. Сами завязки весьма неплохи. В целом же, как такового, сюжета тут маловато. Эпизоды проходятся уж очень быстро, и какого-то глубокого повествования или внезапных сюжетных поворотов ждать не стоит. Однако происходящее все же способно удержать у экрана. Тем более, что развязки у истории неплохие, да и в каждом эпизоде есть по паре концовок. В плане геймплея это скорее ходячий симулятор, так как экшена или погонь тут почти нет, если не считать финала последнего эпизода. Вам предстоит выполнять бытовые задания, постирать вещи, убрать в офисе, приготовить еду. В общем, заняться рутиной, от которой иногда и без монстров жуть берет. Ничего нового. Но как и положено в хоррорах, постепенно начинают происходить странные вещи, появляются скейры. Правда, вряд ли они вас сильно напугают. Тут есть пара джампскейров, но их появление настолько легко предугадать, что весь эффект теряется. Вы уже знаете, что произойдет. Но не все так плохо. Более казуальных любителей ужастиков эти моменты вполне могут заставить вздрогнуть, тем более, что они довольно громкие. А вот чего тут действительно не хватает, так это гнетущей атмосферы. И поймите правильно, игра старается придать эпизодам загадочности, особенно в истории с зеркалом. Но все проходится так быстро, что атмосфере просто негде развернуться. Дело даже не в неумении разработчиков, просто сами истории очень коротки. Да, они дарят какие-то эмоции, но будь они чуть длиннее и проработаннее, могло бы получиться гораздо лучше. В целом, Tales of the Forgotten — это неплохой сборник из 3 коротких хоррор-историй. Он проходится быстро, стоит недорого, может подарить пару неплохих джампскейров, и в целом играется приятно и ненапряжно. Здесь нет по-настоящему мрачной или гнетущей атмосферы, эпизоды пролетают моментально и оставляют скорее нейтральное впечатление. Если вы любите подобные короткие антологии ужасов, то по чашку чая да вечерком будет самое то, особенно по такой скромной цене. Но не ждите чего-то глубокого, продуманного или новаторского. Второй сборник называется Trash Horror Collection 5, но не бегите печатать комментарии вроде «Зачем советовать трэшовые игры?». Дело в том, что автор этих сборников на самом деле талантливый парень, и у него много соло-игр, а также данных сборников, где он собирает воедино коротенькие игры с разными историями, атмосферами и геймплеем, и продает все это по небольшой цене. Да, в этих сборниках порой попадаются и какахи, но есть и неплохие проекты, которые смогут вам понравиться. Вы можете открыть страницу в Steam и прочитать про каждую игру в сборнике, тратить ваше время на это я не буду, но хочу отметить именно сам сборник, потому что это неплохой вариант, как провести 3-4 часа вечером в компании инди-ужастиков. Но я отдельно хочу отметить другой проект автора, который, кстати, встречается и в каждом сборнике. Дело в том, что у него есть своя собственная серия, которая называется Poop Killer. Да, это комедийный хоррор про убийцу с унитазом на голове, который появляется тогда, когда кто-то не смывает за собой в туалете. Звучит абсурдно? Да, но поверьте, это крайне весело именно из-за комичных ситуаций и большого количества сортирного юмора. Игры никак не связаны между собой, и каждая обладает своими локациями, персонажами и событиями. Так вот, в марте помимо сборника вышла и полноценная игра про фекального убийцу. Poop Killer Flash or Die — это комедийный хоррор, где вы встречаете ужасного и опасного пуп-киллера, который приходит за теми, кто не смывает за собой в туалете после большой посиделки на белом троне. Звучит глупо, но данная серия существует уже давно, и в разных сборниках от автора есть те или иные части, которые не связаны между собой сюжетно. Это же длится около часа, но здесь было вложено гораздо больше усилий в разработку истории, геймплея и в создание веселых, разнообразных ситуаций. Сюжетно вы играете за продавца травки, который дружит со всеми на районе, разбирается вместе с приятелем с враждующей группировкой и просто весело проводит время, кушая пиццу и куря свои собственные продукты. И вот, вначале вы занимаетесь всеми этими вещами, слушаете глупые веселые диалоги, выполняете различные бытовые дела. И потом, неожиданно к вам в гости приходит приятель, который просится в туалет, уверяя, что только пописать. Но в итоге он оставляет такую несмываемую кучу, что это вызывает гнев пуп-киллера. Я знаю, что даже произносить все это выглядит крайне глупо, но поверьте, сюжет в игре действительно есть, и он довольно забавный. Тут взяли многие хоррор-аспекты, но прокрутили их через сортирный и глупый юмор, из-за чего в итоге вы получаете уморительный сюжет. Геймплейно это по большей части ходячий симулятор, где вы изучаете локации, общаетесь с персонажами и порой решаете очень простые пазлы. Но чтобы хоть как-то разнообразить процесс, в
проекте есть пара секций, где вам дадут пострелять и даже убежать от опасности. Проходится все это дело чуть более чем за час, но ситуации, в которые вас кинет игра, действительно вызывают глупую улыбку, если вы не стесняетесь подобного юмора. Тут вам и бытовая жизнь продавца травки, разборки, местные легенды про какашечного убийцу, странные видения, битва с боссом и самое веселое – финальная конфронтация с самой легендой, где на выбор есть 4 разные концовки, и каждая по-своему абсурдна и уникальна. Опять же повторюсь, это ни в коем случае не серьезный хоррор, а скорее комедия с сортирным юмором и редкими элементами пародии на ужасы. Проходится все быстро, если вам по душе такой тип игр, то вы точно получите удовольствие, тем более игра стоит недорого. Поэтому если вы любите чисто повеселиться и расслабиться под пивко вечером, то данный проект отличный выбор. Советую также проверить сборники автора, где есть другие части, если это придется по душе. На этом про короткие инди-хорроры у меня все. И в следующей части данного ролика я бы хотел поведать вам про мультиплеерные хорроры, в которых можно прикольно позалипать со своими друзьями. В марте вышло несколько интересных игр, но поиграв в них, я понял, что по сути онлайн там уже мертв, а на деле это копия Phasmophobia в другом сеттинге, но с более бюджетным и нудным геймплеем. Поэтому я приметил всего лишь один проект, который весьма необычен, и его можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе. Emissary Zero – это весьма амбициозный хоррор-проект от соло-разработчика, который предлагает вам окунуться в таинственные и опасные приключения по поиску Луны. Именно так, ваша цель – найти запертую Луну глубоко под землей в секретной лаборатории и освободить ее. Но сделать это будет крайне сложно, ведь в здании творятся странные вещи, необычные опасные монстры, необъяснимые явления, а также загадочная высокая девушка, которая вроде бы помогает, но на вашей ли она стороне? Давайте сразу проясним кооперативную часть. На деле Emissary Zero – это сюжетный ужастик, в котором нет рандома. Тут нет различных карт, процедурно генерируемых событий и так далее. Игра линейна и обладает продуманной структурой действий, поэтому после первого прохождения вам вряд ли захочется вернуться сюда ради нового опыта, разве что с другой компанией. Весь проект можно пройти в одиночку, но если у вас есть друзья, которым нравятся атмосферные и немного хаотичные хорроры, то вы можете пройти историю в компании еще 3 человек. Кооператив дарит не только нотку веселого хаоса, но также позволяет немного облегчить поиск предметов и выполнение целей, так как в одиночку вам частенько придется бросать один предмет, чтобы взять другой, и так далее. А в кооперативе это проще, ведь каждый может взять нужную деталь для прохождения. Но в чем же суть игры? Вы играете за персонажа, с которым связывается некий менеджер, и сообщает, что в одном заброшенном здании спрятана сама Луна, над ней проводят некие секретные эксперименты, и ваша цель освободить ее. Вы начинаете с исследования здания, открываете закрытые двери, и потом неожиданно натыкаетесь на странных существ, которые явно настроены к вам недружелюбно. По мере прохождения вы находите различные редкие записки, которые проливают свет на происходящее и добавляют детали к этой странной истории. Геймплейно это очень бодрый ходячий симулятор с точечными экшн-сценами. В основном вы решаете различные загадки, ищете ключи, открываете двери, есть реально парочка крутых и комплексных пазлов, которые заставят вас подумать. Чтобы вы не скучали, игра быстро кидает вас в различные передряги. То надо стелсом прокрасться мимо опасного монстра. После первого акта вы попадаете во двор, где на вас нападает весьма необычный враг, и вам нужно уворачиваться от него. Позже он вернется, и вам придется в быстром темпе перебегать от укрытия к укрытию, пока он стремительно носится по коридорам, а вы попутно пытаетесь подать электричество на этаж. Все это играется увлекательно и динамично. В игре отличный баланс между исследованиями и сценами погони или стелса. Таким образом всегда поддерживается напряжение. Отдельно стоит упомянуть атмосферу. В игре настолько странные монстры, вам ничего не объясняют, а просто кидают в гущу событий, где вы пытаетесь выжить. Игра даже отдает стилем бэкрумов, где тоже ничего не объяснено, но определенно чувствуется опасность. Особенно радует простота, но все же разнообразие локаций. Мрачные коридоры здания, подвал, огромные дворы, секретная лаборатория с необъяснимыми существами. Все это приятно развлекает и главное удерживает ваше внимание до самого конца. Я уже сказал в начале, но как проект от соло-разработчика это весьма достойно, хотя есть пара проблем. Во-первых, в глаза бросается использование готовых ассетов, и в этом нет ничего плохого само по себе, но некоторые локации просто растянуты и явно не предназначаются для соло-прохождения. Ближе к концу вам нужно найти специальные платы. Если в кооперативе можете разделиться и сделать это быстрее, то в одиночку это огромная трата времени, особенно если вы умираете, и приходится переигрывать погоню, стелс снова.
Немного раздражает отсутствие нормального интерфейса. Порой вы можете таскать при себе 3 ключевых предмета, а иногда всего один. Если взять предмет криво, то он буквально болтается в воздухе и при беге колбасится по центру экрана. Это даже не столько минусы, сколько личные придирки, но они бросаются в глаза. И в конце концов, общий баланс явно рассчитан на кооператив. А так как найти игру самому со случайными игроками невозможно, никто не играет, то вы можете получить реальный фан, играя только с друзьями. В одиночку это другой, более нудный опыт. Правда, игра полностью проходима и оставляет в итоге приятные впечатления. В целом, Emissary Zero — это весьма добротный хоррор с отличной динамикой, разнообразием геймплея, увлекательной, немного бредовой историей и, главное, захватывающей атмосферой, где сочетается фантастика, криповые монстры и необъяснимые явления. Это в первую очередь динамичный сюжетный хоррор, который линеен и отлично играется в кооперативе, чуть похуже в одиночку, но тем не менее оставляет отличное впечатление. Дарит неплохие скейры и умеет держать игрока в напряжении, вызывая желание узнать, чем все закончится. Для разработчика-одиночки весьма достойная работа. Поэтому если вы ищете неплохой атмосферный и комплексный ужастик в необычном сеттинге и с динамичным геймплеем, смело берите. А еще лучше взять по скидке и с друзьями, тогда получите фановый вечер с уймой смеха, скейров и приятное кооперативное безумие. К сожалению, более достойных мультиплеерных или кооперативных проектов я просто не нашел. Если что-то пропустил, то смело дайте знать в комментах. А если хотите почитать, почему мне не понравились те или иные творения, то, как всегда, приглашаю вас в свою кураторскую группу «Достойны или нет хорроры», где появляются не только рекомендации, но и обзоры с моим личным мнением. Следующую группу игр можно описать как рабочий хоррор. Знаете, такие проекты, где вы работаете кем-то и выполняете определенные задачи, а на фоне творятся странные паранормальные вещи. В народе это называют бытовым хоррором. Но дело в том, что в следующих проектах вы находитесь на необычном месте работы, а сама обстановка не такая уж и бытовая. That's Not My Neighbor — это интересный инди-проект с элементами хоррора, который берет за основу геймплей с другого культового инди-проекта Papers, Please. Только здесь вы играете в роли консьержа, который должен проверять документы и сверяться со списком проживающих в доме и допускать внутрь только настоящих владельцев квартир. Но сделать это не так-то просто, ведь в этом мире есть опасные мутанты-двойники, которые очень похожи на реальных людей, и они отчаянно хотят пробраться внутрь дома, чтобы убить жильцов. Сюжет здесь прост. Вы новый консьерж. После короткого туториала, где вам объясняют игровые механики, вы приступаете к своей рабочей неделе. Вам нужно пройти 5 игровых дней, проверяя документы людей, находя различные несостыковки, рассматривая внимательно самих жильцов. Ведь порой перед вами появляются двойники, и очень часто лишь малое отличие, другие брови, странный цвет глаз, шрам не на той щеке и так далее, поможет вам определить, настоящий ли жилец дома перед вами или опасный двойник, пытающийся пробраться внутрь. С каждым днем людей становится больше, проверки усложняются, и действительно нужно докапываться до малейших деталей, чтобы понять, кто есть кто. После всех проверок вы можете либо впустить человека, либо отказать и вызвать службу очистки, которая избавится от двойника. После каждого рабочего дня вам покажут статистику, и вы увидите, где ошиблись. В зависимости от оценок за рабочие дни, по итогу вы можете получить одну из различных концовок, их тут вроде бы 6. Само прохождение занимает от силы час, поэтому игра очень рассчитана на реиграбельность. Плюс после первого прохождения открываются разные режимы, где есть больше испытаний, больше игровых событий и прочих вещей. Поэтому вернуться в игру интересно, особенно если вы хотите увидеть разных монстров и различные забавные или жуткие сценки, которые могут случиться. Например, периодически появляется клоун-маньяк и заставляет играть вас с ним в карты. Я лично его не победил, но узнать, что произойдет при победе, крайне любопытно. Геймплей тут на самом деле прост. Вы можете проверять досье жителей, смотрите их документы, внешность, правильно ли составлены бумаги. В конце концов, игра превращается в проверку на внимательность, где именно бдительное изучение персонажей и документов поможет вам сделать правильный выбор. Не стоит ожидать глубины, как это было в Papers, Please. Здесь все гораздо казуальнее, но если вам нравится подобный геймплей, то вам определенно понравится. That's Not My Neighbor — это грамотная сделанная вариация на тему Papers, Please, которая берет основные механики, но удачно использует свои личные идеи и стиль для создания атмосферного симулятора консьержа, где вам предстоит распознавать монстров-двойников и пропускать истинных жителей дома. Игра проходится быстро и рассчитана на несколько забегов, поэтому если вам по душе подобный геймплей, то вы определенно сможете неплохо скоротать пару вечеров, выбивая различные ачивки и наблюдая за различными интересными ситуациями и личностями.
Игра определенно не шедевр и выглядит немного как флеш-игра, но за свою цену дарит интересный и увлекательный геймплей, за которым приятно провести время. Следующая игра в данной категории называется Order 13. Это атмосферный динамичный ужастик, где вам предстоит собирать предметы со склада и упаковывать их для отправки клиентам. Но сделать это не так-то просто, ведь на складе творятся странные вещи, а в глубине притаился монстр, который не даст вам покоя. Как такового сюжета тут нет. Вы некий работник склада, который должен пережить 13 дней и собрать определенную сумму, чтобы выбраться с большого, но опасного склада. Вы начинаете в безопасной комнате, где у вас есть код. Это важный аспект, о нем чуть позже. И компьютер, с помощью которого вы можете покупать различные предметы, которые помогут вам в прохождении. Там же вы распечатываете заказы и идете искать нужные предметы. Состояние кота – это важный аспект. На экране есть полоска счастья, пушистого друга, и вам нужно периодически покупать ему еду, разные игрушки и прочие вещи, чтобы ее повысить, так как когда вы выходите из комнаты, эта полоска начинает падать. Чем дольше вы гуляете снаружи, тем ниже опускается шкала. Если она упадет до нуля, наступит гейм-овер. С каждым новым днем вам нужно выполнить определенный порог заказов, которые исчисляются в деньгах. Поначалу сумма маленькая, но чем больше вы играете, тем больше денег нужно собрать, а это значит больше вылазок на склад. Поэтому вам обязательно нужно поддерживать шкалу счастья кота на высоком уровне. Сам центральный геймплей весьма прост, но крайне увлекательный и захватывает с первых минут. Вы распечатываете заказ, вам нужно запомнить, на какой полке он находится, запомнить код от стеллажа, потом найти нужное место, принести предмет назад, упаковать его и отправить. Сложность заключается в том, что очень скоро на складе появляется монстр, который будет патрулировать местность и с каждой ночью становится все агрессивнее. Чем дальше вы проходите, тем сложнее становятся заказы. Вам нужно уходить вглубь склада, где вы замечаете очень страшные вещи. Трупы, кровь, подвешенные тела, а в некоторых стеллажах в качестве заказа вы достаете конечности тел. Все это очень атмосферно и вызывает вопросы о сути данного места. Сам склад большой и запутан, а некоторые проходы завалены, поэтому вам придется не только быстро делать все необходимое, но также и медленно, но верно запоминать саму обстановку, иначе сбежать или спрятаться от врага будет довольно проблематично. Как только вы разберетесь с началом, вы поймете, что денег начинает не хватать, а выполнять заказы становится сложнее. Поэтому вы копите на нужные апгрейды, рюкзак, чтобы таскать сразу несколько заказов, покупаете кроссовки, чтобы быстрее бегать, можно взять фонарик, сканер, чтобы не запоминать коды и местоположение заказа, а также специальные доступы к более нижним этажам. Эти этажи весьма запутанные и скрывают прочие опасности, но на них можно найти более ценные предметы, которые принесут вам желанные деньги. Стоит отметить общий баланс и напряженность. Дело в том, что пугать вас будут редкими, но неплохими джампскейрами и, собственно, встречами с монстром. Но если вы ему попадетесь, придется начинать день заново, а когда вам нужно сделать 4-5 заказов, это может неплохо так вывести из себя. Поэтому игре удается создать отличную напряженную атмосферу, когда вы реально крадетесь и сбиваетесь в угол, как только слышите странные громкие шаги, но самого монстра еще не видно. Правда, если вам слишком сложно и хочется просто исследовать необычный страшный склад с его секретами, то разработчики добавили различные настройки, которые позволят убрать монстра, джампскейры, сделать геймплей более дружелюбным и прочее. Можно настроить игру под свой личный вкус, но тогда вы потеряете львиную долю саспенса и напряжения. Проходится игра за 2-3 часа в зависимости от ваших навыков и представляет собой отличный бытовой хоррор, где вы занимаетесь работой на складе, на котором творятся ужасные вещи. Графически проект выглядит достойно, звуковое сопровождение на уровне и главное геймплей действительно заставляет погрузиться в происходящее и пугает. Поэтому если вы фанат подобных игр и ищете атмосферную, мрачную челленджевую игру, которая бросит вызов вашим навыкам, то определенно советую ознакомиться с Order 13. Вам нравятся хоррор-игры и геймплей серии FNAF в частности? Любите ли вы подводные глубины, фауну и боитесь ли темноты, которая скрывает возможные ужасы бездны? Если вам нравится подобная тематика и геймплей в стиле FNAF, то This Darker Tides точно придется вам по душе. И я зайду дальше и скажу, что игра страшна чуть меньше, чем FNAF, но зато в ней гораздо больше интересных механик и неплохих скейров, которые точно увлекут вас на добрые 3-4 часа. Как такового сюжета тут нет. Вы являетесь сотрудником некой компании, которого отправили в подводную кабину, чтобы он следил за морскими кабелями, чинил их или чистил, и если это необходимо, и самое главное, отпугивал от них нежелательных гостей вроде акул. Правда, очень скоро герой поймет, что есть вещи пострашнее акул.
Вам предстоит пережить 6 рабочих дней, и с каждым днем сложность механик повышается. Добавляются новые элементы, за которыми нужно следить, и прочие вещи, что делает геймплей увлекательным и не позволяет заскучать. Сразу же отмечу, что тут есть 3 отдельные истории, кампании, которые в плане геймплея отличаются парой механик отпугивания, но зато раскрывают разные сюжетные завязки. В этих кампаниях вы встретитесь с призраком женщины, огромными мутантами, похожими на смесь акулы и человека, и даже с пришельцами. У каждой истории своя развязка, что мотивирует вас пройти игру все 3 раза. Геймплейно это более продуманный FNAF, но в то же время и более казуальный. Ваша цель — мониторить 5 камер и вовремя замечать, если что-то начинает вредить кабелям. В каждой кампании у вас есть разные способы отпугивать незваных гостей: радиоволны, сигнальные ракеты, электроимпульс. И вот вы отпугиваете всяких существ, наблюдаете за камерами, и по прохождении очередного дня события начинают раскручиваться. Снаружи начинают происходить странные события, к игровой механике добавляются новые элементы. Например, в кампании с призраком в определенный момент он появится прямо в кабине, и с помощью специального фотоаппарата нужно спугнуть его, иначе получите джампскейр и гейм-овер, если не прогоните его вовремя. Помимо этого, разные вещи или существа способны повредить ваши камеры, поэтому частенько приходится протирать линзы от грязи, чинить стекло, убирать вирусы, когда вас пытаются взломать, и много чего еще. В каждой кампании есть свои уникальные механики, которые прибавляются с каждым новым рабочим днем, и под конец идеально перемешиваются, даря вам увлекательный и захватывающий геймплей. Стоит сразу отметить, в игре потрясающая атмосфера. Странные звуки из глубин, редкие джампскейры, но они не столько пугают до чертиков, сколько просто держат игрока в напряжении. Дело в том, что тайминг действий тут не такой же и жестокий, как в некоторых играх серии FNAF, и у вас достаточно времени, чтобы держать все в порядке, в хорошем состоянии и реагировать на опасности. Да, ближе к концу придется вертеться туда-сюда и быстро просматривать камеры, но не на таком жестком уровне. Проект более казуальный и идеально подойдет даже от новичкам, которые просто хотят поиграть во что-то атмосферное и посмотреть на интересные механики. Помимо этого, проект не пытается запереть вас в будке и заставить неотрывно следить за камерами. Под конец или даже раньше происходят интересные события, когда вас заставляют выйти и пройтись по одинокому и загадочному дну океана. И это довольно стрёмно, когда впереди почти ничего не видно из-за темноты, кусты неподалеку подозрительно шевелятся, а на камнях вы замечаете странную темную фигуру. Как я уже сказал, каждая сюжетная линия проходится примерно за часок, и в целом This Darker Tides подарит вам от 3 до 4 часов геймплея, плюс тут прикольно выбить различные ачивки. Проект дарит отлично увлекательный геймплей с интересными и веселыми механиками, которые не надоедают. К тому же в игре отличная атмосфера, которая способна удержать вас в напряжении и иногда пугает редкими, но эффектными джампскейрами, но без перебора. Если вы ищете интересный проект в стиле FNAF, но с более продуманными разнообразными механиками, интересным геймплеем и отличной подводной атмосферой, то смело берите This Darker Tides, вы точно отлично проведете время. Как всегда, самое вкусное я оставил напоследок, а именно следующие 4 игры, которые точно смогут вас удивить. 2 из них это приключения, а как вы знаете, в квестах сюжет и атмосфера это самый главный залог успеха, поэтому давайте начнем именно с них. Давненько я не играл в проекты, которые завлекают тебя необычным дизайном, миром и вроде бы ожидаешь от игры некую странную историю, но в итоге ты начинаешь ничего не понимая и заканчиваешь все так же ничего не поняв, но с еще большей кучей вопросов. Но как ни странно, играть в это, а точнее находиться, чувствовать и впитывать атмосферу, тут не просто интересно, ты в это проваливаешься с головой. Давайте сразу на чистоту. Centum — это не игра под пивко или в компании друзей. Это психологический хоррор с потрясающим дизайном, сложными темами и порой весьма депрессивной обстановкой, которая постоянно заставляет вас думать, как же интерпретировать происходящее. В описании проекта уже есть небольшой спойлер, но центральная тема — это некий искусственный интеллект, который создал кривой, искаженный мир, и вы в нем оказались. А как отсюда выбраться, кто создатель, что за мартышка, которую все пытаются найти, все это предстоит понять. Но на деле вы начинаете в небольшой комнате, откуда вам придется найти выход. Проект начинается с небольшого эскейп-рума, где есть несколько способов побега, и все они весьма нетривиальные, а главное, каждый из них создаст архетип вашего персонажа. Дело в том, что в игре много диалогов и ситуаций, и в зависимости от ваших ответов и выборов вы получаете немного иной рассказ. Не стоит ожидать множества различных финалов или кардинально отличающихся ситуаций, просто в зависимости от ваших выборов вы можете по-разному интерпретировать то, что происходит на экране.
И в этом заключается главный минус и плюс проекта. Тут нет четкого повествования. События, кажется, не особо связаны, вы не понимаете, кто это на экране, почему он так выглядит и прочие вещи. Игра не просто использует, а почти построена на метафорах, аллегориях, образах, идеях, и все крупицы информации могут помочь вам создать цельную картину, но сделать это крайне сложно. Это словно творение покойного Дэвида Линча, которое наполнено меланхолией, недосказанностями и где происходящее не совсем подвластно логике. Поэтому сразу же, если вы не любитель подобных сюжетных игр, в которых нужно копаться и вы предпочитаете более казуальные проекты, то скорее всего вам игра не подойдет. Геймплейно это смесь квеста и визуальной новеллы, где в основном вы будете читать, общаться с персонажами, пытаться понять, что же делать. Порой игра подкидывает различные мини-игры, которые, откровенно говоря, сделаны слабовато. Но поймите правильно, тут специально сделан акцент на повествовании. За происходящим, особенно благодаря реально крутому дизайну мира и персонажей, следить крайне интересно и оторваться от этого безумия сложно, если вы переживете первый час игры, так как потом сюжет реально начинает раскручиваться. И кстати еще о нем, тут затрагиваются реально тяжелые темы: депрессия, жестокость, сложное детство, предательство и прочие вещи, которые опять же поданы весьма нетривиально и докопаться до истины крайне сложно. Я, честно признаюсь, сам не понял до конца произошедшего, и судя по тому, что никто даже на форумах не выдвинул сносной теории, другим это тоже не удалось. Отдельно хочу отметить музыкальное оформление. Музыка здесь настолько хороша, меланхолична и в меру депрессивна, что ты проваливаешься в происходящее и просто плывешь по течению. Музыка действительно создает глубокую тревожную атмосферу, которая помогает вам втянуться в этот мир. Для подобной игры это важнейший аспект, и с этим тут справились идеально. В итоге сложно рекомендовать эту игру, так как все зависит от ваших личных предпочтений и ожиданий. Если вы видите крутой арт-дизайн и думаете, что это психоделичный квест, то вы будете крайне разочарованы, так как геймплея тут мало и сюжет действительно комплексный для понимания. Но если вы ищете атмосферный проект, который заставит вас задуматься, переживать и очень напоминает творение Линча, то вам определенно придется по душе Центум. Это игра в первую очередь, в которой нужно провалиться с головой и просто наслаждаться музыкой, атмосферой, дизайном и главное иметь желание думать, анализировать и переживать. И тогда перед вами откроется реально сложная, но запутанная, увлекательная и глубокая история. Если вы фанат такого подхода, то проект определенно подарит вам приятный необычный вечер. Если вы ничего не знаете про студию Sandscape и их первый проект Шорох, то может показаться, что Asylum это просто обычное point-and-click приключение, эдакая забава для стариков и фанатов жанра, которая пришла к нам словно из начала 2000-х. Геймплейная игра именно этим и является, но главная особенность студии и Шороха в частности, это умение создать реально атмосферную и страшную игру, в которой просто некомфортно находиться. Но желание разгадать большую тайну не покидает вас до самого конца. Студия и ее главный создатель Августин Кордес знают, как создать увлекательную и страшную историю в лучших традициях Лавкрафта, где непознанные высшие силы, безумие и хрупкая человеческая психика сливаются воедино. Asylum — это долгострой. Целых 15 лет игра была в разработке, много переделывалось, менялось. Получился ли у студии очередной шедевр в жанре хоррор-приключений? Не совсем, но все-таки это чертовски захватывающий проект, который точно подарит вам много эмоций и заставит кровь стынуть в жилах. Я не буду вдаваться в подробности разработки, но уже упомянул, что игра разрабатывалась целых 15 лет, и это важно. Игра не является каким-то открытием в плане геймплея или нововведений, а модельки персонажей выглядят откровенно слабо. Но студия всегда была известна тем, что умеет создавать потрясающие локации, наполненные деталями, которые сами раскрывают историю и страшные секреты. В Шорохе, чем дальше вы продвигались по сюжету, тем страшнее и опаснее вы чувствовали себя во вроде бы безобидных комнатах. А не это ли мастерство по созданию атмосферы? Asylum сделал в этом плане шаг вперед. Само место действия – это заброшенная психлечебница, которая огромна и хранит множество мрачных секретов. Но вот в чем парадокс. На самом деле тут есть интересная история. Она больше, комплекснее и мрачнее. Но старый добрый Шорох все же воспринимается как-то страшнее и цельнее. Считаю ли я Asylum лучшим проектом студии? Нет, но он определенно стоит внимания. Сюжет повествует о человеке, который неожиданно ночью приезжает в заброшенную психлечебницу Ханвелл, так как когда-то давно он сам являлся узником этого заведения. Но вот прошло много лет, и он совершенно не помнит, что с ним было, почему его выписали, и самое главное, его мучают галлюцинации и сны, которые напрямую связаны с этим местом.
Решив разобраться в этих странных явлениях, он отправляется на поиски ответов и по прибытии понимает, что это место не совсем заброшено. Герой встречает девушку по имени Джулия, которая рассказывает, что под утро приедет бригада рабочих и лечебницу Ханвелл начнут реставрировать. Тут осталось даже несколько пациентов, есть охранник и даже приехал новый глава больницы. Уговорив девушку впустить его внутрь, у протагониста есть время до утра, чтобы вспомнить прошлое, узнать, что с ним случилось и самое главное, какие темные секреты скрывает данное место. Как положено, история в подобных играх – это самый главный аспект, и с этим тут все в порядке. Это история в лучших традициях Лавкрафта. Мрачное место, пациенты с тяжелой судьбой, темные секреты, которые повлияли на психику персонажей и этим изменили их жизнь. Все это будет и даже больше, но без спойлеров. Изучая лечебницу, вы будете находить различные записки и статьи, которые рассказывают про историю этого заведения, как оно было построено. Вы узнаете про судьбы пациентов и как они связаны с произошедшим. А самое главное, что же такого трагичного, ужасного случилось, что привело к закрытию места. Добавьте к этому нотки паранормального, где будете постоянно задаваться вопросом, а правда ли все это иллюзия, или здесь замешано нечто большее. Игра заставит вас задуматься не на шутку, и во время всего прохождения, если вы особенно внимательны, сможете заметить детали, которые подкинут вам пищу для размышлений. Единственный минус — это концовка, а не чуть позже. И не потому, что она плохая, а потому, что, на мой взгляд, просто ужасно поставлена, но это мое личное мнение. Геймплейно это классический квест старой школы. У вас есть курсор, вы кликаете по местности и таким образом двигаетесь. Осматриваете предметы, читаете различные записи, герой комментирует разные вещи и события. Вы общаетесь с многочисленными персонажами и узнаете интересные детали истории. Решение пазлов очень упрощено, а на самом деле их тут не так уж и много. Дело в том, что геймплейно проект разделен на главы. Каждый игровой час это собственная глава. И вам не придется много ходить туда-сюда в поисках предметов или заниматься бэктрекингом, что является плюсом. В каждой главе у вас есть главная задача, которая решается буквально на текущем этаже. Самих пазлов тут немного, Asylum скорее про исследование, впитывание атмосферы. И вот тут разработчики постарались на славу. Я обожаю хорроры и поиграл во множество проектов с психбольницами, и заведение Ханвелл — это лучшее, что я видел в жанре. Огромное готическое здание, различные секции, обшарпанные стены, кафетерий, где все перевернуто вверх дном, ухоженные кабинеты докторов, страшные подвалы, где царит ржавчина, кровь и следы мочи. Чего только стоит коридор, где содержатся особо опасные пациенты. Стрёмный эмбиент, красные отблески ламп и истошные крики вдалеке. Картинка настолько мрачная и депрессивная, что так и ожидаешь в любой момент джампскейра. А когда вы должны пройти через подобные локации, у вас появляется мысль: блин, только не туда. И вот эта мысль и есть знак того, что создателям удалось создать нечто реально зловещее, но в то же время по-своему прекрасное. И таких локаций тут много. Каждая комната, каждый коридор, даже интерьеры, все отличается и обладает своей душой, звуками и красками. Просто исследовать и любоваться локациями, если можно так сказать про психушку, тут сплошное удовольствие. Поэтому если вы ищете атмосферное приключение, где вам реально будет не по себе просто от исследования, то уже можете смело брать игру. Лично для меня главный минус — это концовка. И поймите меня правильно, она хороша и заставит вас задуматься. Тут нет единственного правильного ответа. А если заглянуть на форумы Steam, то можно найти огромные посты, где люди до сих пор обсуждают произошедшее и делятся своими теориями. Если для вас это первая игра от данной студии, то наверняка финал вам понравится, хоть и оставит вопросы. Но если вы играли в Шорох, то быстро поймете, что тут нет той целостности и изящества. В Шорохе все происходящее элегантно подводило вас к финалу. Если вы внимательно изучали все вокруг и нашли нужные детали, то концовка играла совершенно другими красками, что позволяло выдвинуть новые теории и прийти к более глубокому пониманию. Шорох — это идеальный пример того, что внимательный игрок сможет раскрыть тайну проекта, заглянуть за ложный финал и понять реальный. Здесь примерно то же самое, но улики, которые вы находите, порой создают еще больше вопросов и тумана. Я посмотрел много видео, прочитал разные теории, нашел все вырезки и записки в игре, но у меня так и нет полной уверенности в том, что же именно произошло. Я понимаю, что многие скажут: так это ж прям лавкрафтщина, все окей. Но нет, разработчики используют тот же прием, что и в Шорохе, только, на мой взгляд, менее удачно. А когда у вас такой большой проект, богатый на историю, атмосферу и потрясающее место действия, то подобный мыльный финал ощущается слабовато.
Тут уже кому как, но просто будьте готовы к возможному неприятному послевкусию. Но несмотря на это, я строго рекомендую всем фанатам жанра приобрести Asylum. Это потрясающая игра, которая обладает реально стрёмной мрачной атмосферой, когда вам физически неприятно находиться и исследовать локации, но оторваться от происходящего просто невозможно. Увлекательное кинцо. Смело берите. Знаете, порой просто приятно посидеть перед монитором и не запариваться насчет геймплея, а просто получать удовольствие от истории, локации и полностью погрузиться в происходящее. Если вы любите так называемые ходячие симуляторы, но с крутой комплексной историей и уникальным сеттингом, то следующий проект определенно сможет вас заинтересовать. Karma The Dark World — это очень красивый атмосферный психологический триллер, который происходит в интересном и мрачном антиутопическом мире и рассказывает весьма неплохую историю. Она начинается очень бодро и сразу же интригует, но лично для меня во многом сдувается во второй половине, оставляя игрока с множеством вопросов и недосказанностей. Действие игры происходит в антиутопическом прошлом. Игра черпает вдохновение из известного романа 1984. Всемогущая корпорация контролирует всех своих жителей, знает, что они делают, все люди поделены на классы и живут на социальные кредиты. Провинишься на работе, делаешь ошибки и выбиваешься из системы, тебя понижают, и ты быстро оказываешься на грани нищеты и смерти. Во всем этом корпорация Левиафан контролирует все, даже мозги своих жителей, ведь есть отдельное подразделение агентов, которые расследуют преступления и могут напрямую подключаться к мозгу нарушителей, чтобы находить улики и выносить приговор. Вы играете за такого агента, которому поручают расследовать кражу одного предмета в университете. И вот история начинается весьма интересно. Мрачная вселенная, тотальная слежка. Но в ходе своего расследования главный герой понимает, что это дело очень запутано, а в воспоминаниях подозреваемого он видит страшные вещи, выходящие за грани реальности. Как во всем этом замешан протагонист? Что на самом деле происходит в недрах правительственных лабораторий? И каким образом в этом участвует сама злая корпорация? Вам и предстоит выяснить. Karma The Dark World геймплейно это обычная бродилка, но с очень проработанным миром и реально красивой графикой, дизайном. В целом смотреть на происходящее очень приятно. Локации проработаны отлично, психоделические сцены на высоте. Тут вначале есть дикая смесь элементов из Death Stranding, Twin Peaks и собственно самого 1984. И все это работает, создавая захватывающую атмосферу, когда ты моментально погружаешься в мир игры. Геймплейная игра не предлагает ничего нового. Вы исследуете локации, решаете простенькие пазлы. Есть вроде бы две погони и пара боевых моментов, которые проходятся быстро и выглядят крайне криво, но это терпимо и в целом сделано неплохо для небольшой команды и дебютного проекта. Самый важный аспект проекта — это именно погружение, исследование. Если вы любите подобные игры, то сами уровни вас приятно удивят. За свою цену тут действительно есть на что посмотреть и в чем полюбоваться, так что с этим тут никаких проблем нет. Как по мне, главная проблема игры — это скомканная вторая половина, которая резко меняет повествование. Поймите правильно, поначалу вас интригует огромная бездушная корпорация с ее мрачными секретами, страшными экспериментами и монстром. Хочется узнать про окружающий мир и его правила, и все эти элементы поначалу неплохо раскрывают, и вам хочется узнать, чем же все это закончится, и как во всем этом замешан протагонист. Но неожиданно игра начинает фокусироваться на второстепенных персонажах, у которых тоже трагичные и важные истории, и под конец все скатывается в семейные драмы, где у вас появляются вопросы, на которые игра не спешит давать четкие ответы. Поэтому именно хоррорная, атмосферная и мрачная история начинает уступать место семейной драме, которая, как по мне, только вредит проекту. Поймите правильно, это мое личное мнение, и в целом, пройдя проект, становится понятно, что сюжет изначально таким и задумывался, но как по мне, все это можно было реализовать гораздо лучше и доступнее. А так, под конец ты остаешься с вопросами и догадками, на которые вроде бы и есть намеки на ответы, но игра не смогла доступно их объяснить. Учитывая более линейную мрачную первую половину и загадочную драматичную вторую, появляется ощущение, что игру делали две разные команды, которые хотели передать совершенно разный посыл. Но тем не менее, это мои личные придирки. Если вам нравятся мрачные и захватывающие психологические хорроры, то Karma The Dark World — это определенно отличный проект, который подарит вам 6-7 часов увлекательной истории в мрачном и неплохом сеттинге. Игра выглядит и звучит великолепно. Тут действительно приятно находиться, а локаций и ситуаций так много, и они настолько разнообразны, что заскучать просто не получится. Если вы любите атмосферные красивые бродилки с отличным, но запутанным сюжетом и простым геймплеем, то смело берите, так как свою цену игра полностью отбивает.
Даже если есть проблемы с сюжетом и его подачей, нам нужно больше подобных игр, которые стоят недорого, но дарят такое качество и наполнение. Ну и напоследок я оставил самую лучшую игру месяца, по крайней мере лично для меня. Я могу смело посоветовать вам сразу же купить ее, и пока она качается, позвольте мне рассказать, почему это один из главных претендентов на хоррор года. Look Outside — это один из главных сюрпризов этого года. По описанию можно подумать, что это небольшая RPG с прикольным стилем и лавкрафтовской атмосферой, со странными монстрами и событиями. Но на деле это комплексная, богатая на события история, и чтобы раскрыть ее полностью, вам понадобится несколько прохождений, да и то проект постоянно сможет удивить вас новыми деталями и событиями. В обзорах, которые можно почитать на страничке игры, проект сравнивают с другой культовой RPG Fear and Hunger. И в целом да, сходство определенно есть, но Look Outside не наказывает вас нечестными врагами или событиями, которые порой подвластны исключительно удаче. Поначалу вам придется надолго погрузиться в механики, и вы не особо будете понимать, что происходит, как эффективно бороться с врагами. Но как только вы начнете осваиваться, проект дарует вам множество опций для прохождения, не только заданий, но и в самой боевой системе, что делает его сложным для изучения. Но как только вы начнете все понимать, все станет на свои места, и вы будете как рыба в воде. Сюжет повествует о неком апокалиптическом событии. На Землю упал то ли метеорит, то ли некое существо, которое видно из каждого уголка планеты. Все, кто смотрит на него, сразу же умирают, а те немногие несчастные, кому повезло выжить, превращаются в ужаснейших изуродованных монстров. Единственный шанс обезопасить себя — просто не смотреть наружу. Вы играете за мужчину, который оказался заперт в доме во всем этом хаосе. По телевизору говорят, что нужно пережить 15 дней, так как за это время правительство должно разобраться с проблемой. Естественно, главный герой выбирается из квартиры, чтобы посмотреть, что происходит в здании. И тут начинается самое интересное. Запертые двери, мутировавшие соседи, загадки, странный культ, который обещает спасти человечество, если они смогут найти способ поговорить со странным попутчиком, попавшим на Землю. В здании есть много семей, отдельных людей, многие со своими трагичными историями или ужасными и кровавыми тайнами, секретными комнатами. И вам во всем этом предстоит не только выживать, но и попытаться докопаться до истины, правда сделать это будет крайне трудно. Про историю я больше ничего не скажу, но отмечу, она реально завлекает и удерживает вас перед экраном. В целом подача тут ведется через редкие кат-сцены, в основном же это записки и многочисленные диалоги со странными существами или людьми, у которых есть свои мотивы и цели. Самое интересное, что основные задачи весьма логичны и понятны. Открыть запертый этаж, запустить лифт, получить ключ от подвала, решить ключевую головоломку на этаже и так далее. Но самое захватывающее то, что выполнить эти цели можно по-разному. Например, если внимательно изучить локацию, можно найти вещи, которые помогут вам избежать серьезной битвы и даже могут помочь найти неожиданного напарника. Можно выполнить долгий интересный квест для одного персонажа, а если вам лень и есть достаточно сил, то можно его убить, но тогда вы получите очень крутой неожиданный бой, который будет сложноват, но покажет вам интересную сцену и, возможно, иные последствия. Умирать вам придется часто. Look Outside — это в первую очередь проект, который постоянно преподносит что-то новое. Игра условно разделена на дни, и с каждым днем открываются новые двери, появляются странные монстры, некоторые даже дружелюбные, смотря как вы себя поведете. И даже уже ранее изученные этажи снова предлагают исследовать новые зоны, где вы найдете полезные вещи. Боевка здесь на самом деле проста, но глубока. Изучая локации, вы находите оружие, всякие припасы и прочие предметы. Монстры могут быть разных типов, некоторых эффективно убивать дробящим оружием, других режущим и так далее. Игра напрямую не говорит вам, что лучше, поэтому в бою вам нужно понять, что эффективно, а что нет, и уже с этими знаниями подходить к битвам. Если что, всегда можно сбежать, правда это не всегда получается, но все же лучше, чем встретить опасного врага и потерять большой прогресс. Да, если вы решите сыграть на нормальном уровне сложности, то здесь появляется интересная система сохранения. Когда вы снаружи и чем больше исследуете опасных зон, тем больше заполняется шкала, которая, дойдя до определенной точки, позволит вам сбежать в квартиру и сохраниться. Если же играть на легком, то можно это делать когда захотите, но поверьте, вы потеряете львиную долю саспенса и напряжения, когда изучение новых локаций — это целое опасное приключение, порой в один конец. Атмосфера в игре не просто на высоте, а где-то в стратосфере или в космосе, откуда и появилось это странное явление. Уже по картинкам и трейлерам вы видите, насколько тут крутой дизайн мира, монстров и всего остального, хоть это и сделано на RPG Maker. Но именно исследования, странные правила этого мира, нестандартные персонажи и ситуации
делают игру не просто интересной, вы не можете от нее оторваться. Тут столько событий, персонажей, которых можно пригласить к себе в компанию или квартиру, странные торговцы, секреты. Во всем этом невероятно интересно копаться и узнавать новое. Некоторые вещи я чисто случайно вычитал в гайде, и я бы в жизни никогда до них не додумался. А тем временем эти события могут подарить вам совершенно новый, уникальный опыт. Поэтому посоветую одно: не бегите сразу читать гайды и прочие материалы. Просто погрузитесь в игру, сами изучайте ее. И уже после первого прохождения можете начать заново, имея опыт за спиной, выбирать другие действия. И увидите, куда вас это приведет. Это проект на сотни часов, в который вы можете потеряться с головой. Я бы мог описать множественные ситуации, атмосферные моменты и страшных монстров, с которыми я сражался, но не буду этого делать. Просто поверьте, игра действительно хороша, и это определенно, если не шедевр, то пока что главный сюрприз этого года. Если вы любите лавкрафтщину, если вы цените комплексные, богатые на события и геймплей игры с колоритными персонажами, уникальными игровыми ситуациями и реально захватывающей историей, то срочно берите Look Outside, вы не пожалеете. За свою маленькую цену игра предоставит уйму контента, в котором вы просто потеряетесь. Видео вышло большим, я надеюсь, вам понравился подобный формат. Мне было крайне интересно поиграть во все эти проекты и рассказать про них вам. Если я что-то упустил, то смело пишите мне в комментариях. Пусть эти ролики станут эдаким хабом для любителей жанра, где мы можем делиться своими находками и мнениями. Спасибо вам за просмотр, дорогие друзья. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также заходите на мою кураторскую страницу в Steam, достойны или нет хорроры, где я даю рекомендации по разным хоррор-играм. Я также регулярно стримлю на Twitch и YouTube, где мы играем в различные ужастики, ссылки в описании. Буду рад вас видеть на стримах, где мы вместе обсуждаем игры и пугаемся в прямом эфире. Желаю вам всего наилучшего и до следующей встречи!